Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка, и это видео, в отличие от многих других, я снимаю в той стране, которую я исследую, учусь, работаю и люблю всем сердцем. Как вы смели догадаться, по прекрасному зимнему пейзажу мы находимся в солнечном Израиле. С какими достопримечательностями ассоциируется Израиль у вас? Дайте угадаю. С таблицей Менделеева, которая находится в Мертвом море, с городом Давида и с храмом Гроба Господня, который находится в Иерусалиме. Спорить я с вами, конечно, не буду, но есть и другие истории, и другие находки, которые до сих пор шокируют очень многих людей. История сегодняшнего ролика произошла в 40-е годы 20 века. Один простой, самый обыкновенный бедуинский мальчик занимался тем, чем занималась его семья, все его родственники и он сам в течение каждого божьего дня – пас коз. И в тот самый день одна из его коз почему-то пропала и потерялась. Он попытался сделать все, чтобы найти ее. Кинул камень, попал в одну из пещер. И каково же было его удивление, когда внезапно он поднялся и достал вот это. Конечно, выглядело это не так, как у меня. Это были огромные глиняные горшки. А внутри этих горшков таинственные, старые, сохранившиеся свитки. Конечно, пастух вовсе не удивился, ведь он никакой не ученый, не профессор, не исследователь. Но пришел на следующий день поглазеть на эту неожиданную находку вместе со своим братом. Кто бы тогда, в 40-е годы, когда это произошло, мог хоть на секунду задуматься, что это открытие может поменять представление людей и о современном иудаизме, и разрушить каноны христианства. Они называют себя людьми солнца, в то время как все остальные, например, их сограждане или даже священники, которые трудятся в Иерусалимском храме, это, конечно же, люди тьмы, которые обречены на погибель. О них, об этой секте, Есеев, пишет даже единственный исследователь Иосиф Флавий, который запечатлел те самые последние страницы иудейского восстания и войны с римлянами. Эти Есеи жили в то же время, что и христианский Бог, Иисус Христос. Но загвоздка здесь есть и для иудейской общины. Ведь по всем параметрам, по всем процедурам, по всем традициям, которые они соблюдали, они вовсе не похожи на современных иудеев. Так что это была за секта? В этом ролике мы решили отправиться туда, в Кумран, где были найдены эти свитки, чтобы ответить себе на вопрос, кто такие эти Есеи, почему они считают себя последними людьми, которые должны были выжить в апокалипсис, почему называют себя людьми солнца и что общего между ними и Иисусом Христом. А пока ставьте палец вверх, и мы начинаем. Но перед тем, как мы отправимся в это место, немного предыстории. Братья-бедуины, которые случайным образом нашли кувшины, передали их хранителю антиквариата в Вифлееме. Там их и приобрел профессор еврейского университета Сукенник и первым предположил, что свитки принадлежат так называемой есейской общине. Такой вывод он сделал, прочитав географические труды Плиния Старшего, который указывал на то, что эта секта жила возле Эн-Геди, около Мертвого моря. В ходе археологических раскопок местности больше ничего и нигде, кроме Кумрана, найдено не было. Исторически речь идет о древнем Израиле примерно середины II века до нашей эры и до самого разгрома иудейского восстания в 68 году нашей эры. История периода определенно связана с возвращением евреев из вавилонского пленения. Царь Новоходоносор, разрушив первый храм Соломона в Иерусалиме, уничтожил также и единство еврейского народа. Многие из тех, кто вернулся после 50 лет пленения на родную землю, уже не понимали тех, кто остался в ней. Конфликты обострялись, и во время завоевания Иудеи греками и селевкидами часть страны переняла греческий образ жизни и мировоззрения, испытывая симпатию к их культу красоты. Несмотря на то, что хасмонеи отвоевали независимость у селевкидов, в стране уже существовали различные течения и секты. Иосиф Флавий в иудейских древностях упоминает некоторые из религиозных течений, описывая фарисеев, есеев и саддукеев. Так, например, фарисеи, по его словам,
считали, что многие вещи в жизни происходят по предопределению. Саддукеи же отрицали какую-либо роль судьбы в жизни человека и подчиняли ее полностью воле людей. Секта Есеев же полностью полагалась на предопределение. Так или иначе, самая загадочная секта, в гости к которой мы едем, имела определенные сходства и с фарисеями, и с 12 апостолами Христа, и споры об истинных корнях есейства не утихают по сей день. Ну что ж, дорогие друзья, как говорится, прекрасное раннее утро. Чтобы сказать, что мы находимся прямо перед городом Иерихон, что находится на западном берегу, или Иудеи и Самарии, как правильнее все-таки называть это место. Позади меня, как говорится, традиционные развлекухи, конечно же, для детей, для людей, которые сюда приезжают, верблюды. Ну а мы подъезжаем к этому замечательному историческому месту, фантастическому, где найдены были случайно свитки, которые заключали в себе то самое учение, да, и сохранились. Целые 2000 лет пролежали. Французский археолог Дево, которому мы обязаны столь глубокими познаниями в области кумранистики, в ходе раскопок разделил пребывание общины в этом месте на несколько этапов. Так, небольшой город находился здесь уже в 8 и 7 веке до нашей эры. После перерыва в несколько столетий, по словам исследователя, здесь уже появляются следы секты, которая имела отношение к свиткам. Во время землетрясения жители покинули его и не возвращались вплоть до гибели царя Ирода Великого, с которым многие есеи были в хороших отношениях и потому предпочитали жить среди иудеев. Затем они вернулись и отстроили свою общину заново, которая просуществовала вплоть до подавления восстания римлянами и установления здесь римских военных казарм. Археологи обнаружили 11 пещер, в каждой из которых были найдены рукописи. Например, устав самой общины, календарные тексты, а также редкие рукописи, такие как храмовый свиток, медный свиток, написанный неразбираемым шрифтом, и другие части Торы. Рукописи являются самыми древними фрагментами Пятикнижия, которые известны до нашего времени. И даже несмотря на оставленные артефакты, другой археолог Еврейского университета Хиршельфельд в своей книге утверждает, что Кумран никогда не был пристанищем ни одной из сект, а все рукописи были перенесены сюда из Иерусалимского храма и Иерусалимской библиотеки в период Иудейской войны с римлянами в надежде спасти эти ценности от рук захватчиков. И снова, как видите, непреодолимая загадка. Но давайте посмотрим в глаза хоть каким-то однозначным фактом. Во времена Торы это место и окрестности были не просто заброшенной пустыней, а целым центром жизни. Буквально в получасе езды от кумранских пещер мы заезжаем на площадку, с которой видно место библейского пересечения реки Иордан евреями во главе с Иисусом Навином, который вел свой народ на битву с хаананеями после египетского плена. Уровень реки был значительно выше, Мертвое море намного больше, а местность однозначно плодовитее. В 2015 году, представьте себе, что вот там Иордан, ну, на пальцах, да, вот там Иордан. Так вот, и там вот берег, да, так вот вода была здесь. То есть он поднимается. Но давайте все же вернемся к нашей теме. Есеи тут жили или нет? Версия о том, что свитки были перенесены из Иерусалима, а секты не существовало вовсе, не находит никакого подтверждения. Поэтому будем считать Кумран пристанищем есеев. Причем не простых, а самых радикальных. Всего есеев в Иудее было чуть меньше 4000. Из них представители более умеренного крыла жили слегка воздержанным образом, но не исключали себя полностью из религиозной жизни еврейского народа. В то время как обитатели Кумрана порвали окончательно и с иудеями, и с Иерусалимским храмом, и с мирской жизнью. Но поскольку они все же следовали Пятикнижию и Торе Моисея, между ними и иудеями были, конечно, общие черты. Например, кумраниты строжайшим образом соблюдали субботу, следили за чистотой пищи и отмечали практически все традиционные иудейские праздники, за исключением разве что Пурима. Однако радикальных отличий между традиционным иудаизмом и религией есеев в разы больше, чем сходств. Например, они жили по своему, ранее невиданному календарю и придумали собственные праздники, такие как праздник дров или вина. Они также отвергли жертвоприношение как обязательный иудейский ритуал, потому что совершают его, по словам есеев, нечестивцы, занявшие Иерусалимский храм. Кроме того, они по-своему интерпретировали Священное Писание и считали, что последние дни уже наступили, и лишь они, дети света, возвращенные из изгнания, вступили в новый договор с Богом, и потому на них вся надежда. Кроме того, в отличие от иудеев, есеи верили в приход двух мессий, а не одного, для спасения
спасения жизни людей на планете. В своем свитке под названием «Дамасский» Есеи пишут о том, что у них есть учитель, так называемый праведник, словам которого они внимают, а есть нечестивый священник, который пытается умертвить учителя праведности и следит за ним. Сложно сказать, кто именно являлся первосвященником Иерусалима, желавшим навредить праведному учителю, но, скорее всего, это был кто-то из династии Хасмонеев, еврейской династии, которая освободила Иудею от греков-селевкидов. Например, в 152 году до нашей эры Йонатан, один из братьев Хасмонеев, был назначен селевкидским царем, потому как тот нуждался в его военной поддержке. Мог ли он быть тем самым грязным первосвященником? И отправился ли тогда, на период его правления, учитель праведности в Дамаск, если свиток, где об этом написано, называется Дамасским? Попробуем ответить хоть на один вопрос, приехав в эту есейскую общину. Ну что ж, дорогие друзья, вот он, тот самый парк, к которому мы так долго ехали. Погода замечательная, солнечная, настроение замечательное тоже. И именно здесь находится один из множества, просто древнейших, конечно же, останков городов. И все они расположены тут. Вот мы и на месте. Вокруг пустыня и жаркое солнце даже в зимний период. Не верится, что некогда это место было пристанищем столь таинственной секты. Кстати, стать членом общины было не так просто. Ведь нужно завещать все свои деньги и нажитое имущество есеям-кумранитам, если хочешь жить с ними. С пищевым разнообразием тоже придется распрощаться, так как есеи отвергали мирские ценности. Ну и главное, придется забыть о плотских страстях и о женщинах. Раскопки показали, что все найденные здесь кости детей и женщин в основном относятся к более позднему периоду, нежели мужские останки. Соответственно, можно было сделать вывод о том, что община, скорее всего, была исключительно мужской. Дети, соответственно, не появлялись тоже. И согласно ранее упомянутому Плинию-старшему, секта численно пополнялась людьми, которые, цитата, «устали жить в разврате и отсутствии праведности». По окончании утренних работ мы вместе совершаем ритуальное омовение, чтобы осветить себя чистой водой. После этого мы собираемся на трапезу. Есейская секта вела подлинно общинную жизнь. Они вместе вкушали чистую пищу, молились, размышляли и изучали священное писание. Главным должностным лицом был смотритель, который, возможно, был тем же лицом, что и человек, названный руководителем или вразумляющим. Его задачи включали обучение истинному знанию и тайнам Бога, оценку членов общины согласно их духу и председательство на собрание группы. Кроме того, кандидаты на вступление в секту должны были сначала экзаменоваться им, и только если они проходили испытания, им позволялось продолжить длительный процесс превращения в члена общины. Смотритель должен был ревностно исполнять волю Божью и радоваться ее осуществлению. Дамасский документ, постановление которого предназначено для иного типа есейских общин, также упоминает смотрителя, который главенствует над ними. Был в рядах общины и казначей, который отвечал за финансы группы и за распределение общего имущества. Устав также говорит и о наличии совета общины, в который были включены 12 человек. Так, вот здесь находилась та самая ритуальная ванна для очищения. Именно здесь, вот в такой ванне или микве, как принято ее называть в иудейской традиции, есеи и совершали традиционное омовение. Несмотря на то, что они были абсолютными отшельниками в плане взаимодействия с нечестивыми гражданами Иудеи и другими народами, община не предполагала никакого уединения самих членов секты. Все они, просыпаясь еще до восхода солнца, всегда были на виду друг у друга. Нравы иногда у них были строгими или даже странными. Например, запрещено было использовать масло, а провинившиеся должны быть исключены из общины и не принимать пищи до наступления голодной смерти, и только искренне раскаявшиеся могли быть приняты в нее вновь. В любом случае, несмотря на свое высокомерное отношение к другим людям, которых они принимали за развратников и нечестивцев, они все же помогали бедным и обездоленным. Ну что ж, дорогие друзья, как говорится, та самая пустошь, которую не могли раскрыть 2000 лет. Да, именно здесь находилось поселение людей Солнца, ведь все остальные люди тьмы. Последние люди, которые были готовы к апокалипсису и поэтому оставили свои рукописи и свои реликвии, атрибуты жизни именно здесь, как говорится. И хотя многие сравнивают веру есеев с иудаизмом, одна из популярных версий связана с тем, что есеи имеют слишком много общего с Новым Заветом и христианским Богом. Действительно, согласно официальной истории, есеи жили в то же время, что и последователи Иисуса
Иисуса Назаретского. Не исключено, что тем самым смотрителем в общине мог быть Иоанн Креститель, который возвещал о приходе Мессии. Может быть и так, что и сам Иисус был тем самым учителем праведности, о котором кумраниты пишут в своих свитках. А возможно, по версии исследовательницы Милы Барроуз из Ельского университета, христианский бог был как раз нечестивым священником, с которым борется есейский учитель праведности. Есть и другие сходства новозаветной общины и кумранитов. Например, 12 несвященников в Совете очень уж напоминают 12 апостолов Библии. И те, и другие трапезничают и делят имущество. Совпадает язык, на котором они говорили и писали. Совпадают и некоторые фрагменты Нового Завета со свитками. А испанский иезуит Хосе Окалахан вызвал в 70-е годы настоящую сенсацию, заявив, что среди греческих фрагментов, найденных в одной из кумранских пещер, имеется несколько обрывков с частями Нового Завета. Так неужели Есеи и были первыми последователями Иисуса? Или же Иисус был выходом из Кумрана? Если бы у испанского иезуита было хоть одно доказательство своей правоты, то мир христианства был бы капитально изменен. Но пока версия остается лишь версией, а иногда и теорией заговора. Что думаете об этой версии вы? Пишите свое мнение в комментарии. Величайшая дорожка, как говорится, именно по ней шли к свиткам. И вот поселение Кумран. Вот они, песчаные загадочные пещеры, в которых были найдены эти сокровища, заставляющие нас задуматься о многих привычных религиозных догмах. Кто только не работал с этими свитками, и многочисленные израильские эксперты, и американцы, и британцы, и французы, и многие другие. Поэтому шарм загадки и интересных деталей коснулся не только содержания свитков, но и расследования. Одни исследователи сообщили, что задержка публикации свитков связана с тем, что католическая команда находилась под полным контролем Ватикана, который, в свою очередь, имея доступ к неопубликованным свиткам, пытался скрыть всеми силами все найденные фрагменты, которые так или иначе могли дискредитировать христианство. Таким образом, самый известный археолог Дево, о котором мы уже сказали ранее, предстает в виде монстра. Так или иначе, для многих исследователей это была довольно увлекательная работа. Наш гид, стоя около раскопок обители Есеев, зачитывает нам их воспоминания об исследовании. Красота, великолепие и величное безмолвие этого места выглядит поистине завораживающе. Кроме того, здешний ландшафт вызывает ощущение невероятной древности. Чувство, что мир гораздо древнее, чем это представляет себе подавляющее большинство туристов с Запада. И поэтому невольно вздрагиваешь от испуга, когда 20 век напоминает о себе грохотом настолько резким, что кажется, будто небеса вот-вот обрушатся на землю. Это эскадрилья израильских F-16. Сомкнутых строем, проносится над водой на предельно малой высоте, так что в кабинах можно рассмотреть пилота. Так кем же все же были эти загадочные кумранские есеи? Буйными мятежниками? Странными отшельниками? Настоящими людьми света? Или предвестниками христианства? А может, они и были первыми христианами? Следы общины растворяются в Масаде, последнем очаге еврейского сопротивления римлянам в первом веке нашей эры. Но наследие, которое они оставили нам и которое мы получили от них спустя 2000 лет, заставляет нас задуматься о том, что любая, даже самая подтвержденная и неоспоримая истина может оказаться невероятно далекой от правды. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Делитесь мнением о Есеях и других общинах в комментариях. Ну а мы поехали дальше. Пока-пока.